Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джавахир звонит Барану, и когда Баран делает провокационное замечание в адрес Джавахира, Джавахир очень злится на Барана и вешает трубку. Семья Цеври выходит из больницы и возвращается домой, и когда они говорят, что есть вещи, которые можно купить, Харун и Ясмин вместе идут их покупать. Дилан приходит к Барану, понимает, что что-то происходит, и спрашивает. Деталей он не раскрывает, говорит, что что-то не так, но он с этим справляется. Баран зовет своих братьев и отца в свой кабинет. Когда они все входят в комнату, Дилан думает, я знаю, что что-то произошло, это определенно что-то важное. Когда Баран говорит, что убил отца Джавахира и винит в этом себя, господин Кудрет спрашивает, что будет, если вы его убьете, вы снова начнете вражду. Баран говорит снова принять меры предосторожности, никто не покинет особняк, мы поднимем охрану на новый уровень и добьемся успеха, чтобы никто не пострадал, на этот раз Джавахир не сможет вырваться из моей хватки. Пока Дилан рассказывает о том, как она была рада увидеть ребенка своей тети, Ферат приходит к Гулю, чтобы сообщить ей, что он отложил свой план визита. Как я и думал, Дилан думает, что они сначала разойдутся по своим комнатам, а потом откажутся от планов, потому что определенно происходит что-то важное. Когда Ясмин и Харун ходили по магазинам, Ясмин напомнила мне, «Ты собирался мне что-то сказать перед тем, как я родила», а Харун сказал, «Нет, я не буду говорить». Теперь, если я снова подниму эту тему, я боюсь, что с тобой что-нибудь случится, поэтому он предпочитает не говорить и пока закрывает тему. Баран говорит, что он пришел в комнату отдохнуть, но когда он не отдыхает от просмотра Дилана, Дилан говорит, что ты пришел отдохнуть, а Баран говорит, что он отдыхает. Когда Ясмин и Харун идут домой со сладостями в руках, они приятно болтают и сближаются. Барану звонят и сообщают, что ожерелье готово и будет отправлено. Когда Дилан говорит, что вы тем временем усилили меры безопасности, Баран отвергает это, считая, что так должно быть после недавних событий. Когда Баран спрашивает Дилана, будет ли наш ребенок таким же, как ты? Когда Дилан спрашивает, это будет девочка. Баран отвечает, если тебе интересно, позволь мне рассказать тебе. Дилан говорит, признаюсь, я начал интересоваться, кого бы я ни спрашивал в особняке, мне так и не сказали, но теперь я хочу это выяснить с ожерельем. Он даже говорит, я хочу, чтобы ты был со мной, пока я учусь и ношу ожерелье. Затем Дилан говорит, я спущусь вниз и помогу с едой. Баран не позволяет мне оставаться со мной и обнимает меня. Пока люди в особняке сидят в гостиной, госпожа Азади делает пожертвование для племянника Дилана, ребенка, страдающего СМА, и передает его Дилану в конверте. Когда Дилан говорит «Не уходи, мы скоро будем пить чай», госпожа Азади не соглашается и уходит в свою комнату, говоря, что я послушаю в своей комнате. Тем временем звонит телефон Барана, и это Джавахир. Когда Джавахир говорит «Я думал о предложении, которое вы мне сделали, не ловушка ли это?» Баран говорит, я не ты, я так сказал. Баран говорит, что меня достаточно для тебя одного, но я знаю, что ты придешь не один. И когда они кладут трубку и говорят, давай встретимся завтра, босс поэта говорит, не ходи один, Джавахир говорит, я для него достаточно одного и говорит, давай побудем некоторое время наедине с Бараном. Пока Баран находится в кабинете, приходит Ферат и спрашивает, что случилось. Баран объясняет, что он договорился с Джавахиром пойти один, и говорит, что ты никому не скажешь. Затем, когда Джихан приходит в исследование и спрашивает, Ферат отвергает это, поскольку мы говорили о мерах безопасности. В Цеврии ребенок не может спать, и все несчастны из-за недостатка сна. Когда Баран говорит, что собирается лечь спать, Дилан идет с ним и, собираясь подняться наверх, останавливает Барана и говорит, «Скажи мне, почему ты расстроен?» Баран говорит, что ты прав, я не отрицаю, мне скучно, но я справлюсь, не волнуйся. Когда они ложатся спать, Дилан говорит им, что все будет намного лучше, когда у них родится ребенок.
Когда вы приходите в этот особняк, Бэрон хвалит Дилана, говоря, что тяжелая, ненавистная атмосфера в особняке изменилась и стала с вами прекраснее. Дилан говорит, что ни одна сказка не может случиться с одним человеком. Если бы вы с самого начала выбрали кровопролитие, сказки не было бы. Единственное, что пришлось бы пережить, это боль для всех нас. Когда Бэрон спрашивает, что это за любовь у Снетки, Дилан отвечает, что это настоящая любовь. Затем они вспоминают плохие воспоминания между ними и Диланом в первые дни, а затем и лучшие моменты того, как сильно они полюбили друг друга. Бэрон целует Дилана в лоб, говоря о настоящей любви. Когда рассеянное состояние Феррата привлекает внимание Гуля, Феррат говорит, что у него много работы в эти дни и не говорит об этом Барану, как он обещал. Бэрон же наблюдает за Диланом всю ночь, совсем не спит. Когда Дилан просыпается утром и спрашивает, почему ты не спал, он говорит, я наблюдал за тобой, я не понимаю, когда наступило утро. Затем, когда Дилан говорит, чтобы он был немного ленивее и все время лежал, Бэрон говорит, нет, у него есть работа, и говорит, что пойдет куда-нибудь. Когда Дилан говорит, что ему тоже следует пойти, Бэрон отказывается и встает, чтобы собраться. Харон готовится организовать место первой встречи для Ясмин. Когда Дилан спускается из своей комнаты, она встречает Гуля и спрашивает о Баране. Они говорят, что не видели Гуль-Барана и что в саду было больше охранников, и что было что-то странное в том, что Феррат всю ночь смотрел в потолок. Пока Аран стоит у бассейна, к нему подходит Феррат, и Баран наблюдает из сада за сидящим внутри Диланом. Дилан, напротив, понимает, что происходит что-то странное, и ему не по себе. Баран говорит, что я скоро уйду, я хотел поговорить с тобой, и говорит, брат Феррат, приди и брось это, я не доверяю Джавахиру. Бэрон, я хотел поговорить с тобой. Если со мной что-нибудь случится, наше племя и наша семья захотят уйти, потому что пришло время довериться тебе. Когда Феррат говорит, что так не должно быть, Баран говорит, что будет именно так, Джавахир больше не причинит вреда нашей семье. Когда Феррат говорит, что не может этого допустить, Баран кричит на него, говоря, что хватит, и говорит, что пора избавиться от этого человека, не забывай, о чем мы говорили, и уходит. Джевдет и Цеврия вздрагивают, когда кричит Ясмин, заснувшая на диване. Дилан звонит Барану и говорит Барану, будь со мной, когда придет ожерелье, если ты не сможешь его сделать, я не открою его, я буду ждать тебя. Бэрон говорит, что постарается, и говорит, что позаботится о своем ребенке и своей матери, пока я не приду. Когда Дилан спрашивает, с тобой все в порядке, Бэрон отвечает, конечно, со мной все в порядке, увидимся вечером, садится в машину и уезжает. Когда Хасан звонит Джавахиру и сообщает ему, что Баран только что ушел и идет один, Джавахир говорит, я не сомневался в нем, во всяком случае Коробей, и вешает трубку. Джихан звонит Барану, и когда он спрашивает Дилана, куда он пошел, он говорит, я не знаю, у меня есть работа, и уходит. Затем Дилан спрашивает Феррата, я видел, как Баран разговаривал с тобой, пожалуйста, скажи мне, если ты что-нибудь знаешь. Феррат говорит, что я не знаю, Дилан, извини, у меня есть работа, и идет в кабинет. Джихан звонит Барану, но тот говорит, что выключил телефон, и сообщает господину Кудрету, что мой брат что-то скрывает от нас. Отец, он покинул особняк, никому не сказав, куда направляется. Господин Кудрет говорит, вы правы, в такое время это не то, что нужно делать. Феррат пытается позвонить другу Барана из полиции Акифу. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.